Вроде бы глубоко даже, смотрите. Корабль. Труп Хаджита. Ага. Круто. Ладно. Леди и джентльмены, приветствую. С вами сэр Холмс. Я продолжаю прохождение Моровинд. Тамриэль Ребилд именно. Нахожусь я по-прежнему на острове Горн. Самый восток, Подомайский океан, все дела. И я застрял, но вроде бы я выбираюсь отсюда. А на повестке дня все еще местные квесты Горна. Я сейчас на его северной части. И пока что особо без понятия, что делать с тем квестом, что у меня сейчас есть. Рыбалка в Горне он называется. Вот, но прежде чем решить, что делать с ним, я немножечко восстановлю свою ману и... Ой, также я хотел сварить из хамума великое зелье, если, конечно, получится. Вау, да, получилось. Так, а еще раз, что оно там дает? Восстановить здоровье, запас сил, убежища. Блин, шикарно еще. Укрепить здоровье. Такой баф просто нереальный. Там, насколько я вижу, лодочка какая-то в океане. Мне интересно посмотреть, что там с ней. Но прежде я бы, конечно, залез грабить родовое захоронение. Как же без этого? Вот, когда я отсюда выйду, наверное, уже как раз будет светло. И замечательно. Так, какие у меня... Frost Damage нам не очень подойдет здесь, а вот... Fire Damage против нежити, я думаю, самое то. Ох, как тут... Избавимся сначала от тебя, друг. Да что это такое-то? Почему я не попал дважды? О. Обычно я сам жду, когда на меня нападут, но в отношении... О, как ты прямо... Святилище трибунала воплотился и в нем развалился. Не думал, что нежить может быть дружественной. А эти какие-то вообще, кстати, crippled, покоцанные. У этого не хватает нижней челюсти, да, например. Короче, очень жалкие скелетики. Таких у меня нормально. Как еще раз? Ларамор. Ларамор. Хребет Ларамора. Прикольное название. О, закрытое что-то. Ой. Как неловко. Смотри-ка, смог дать отпор даже какой-то мне. А, вот она, сыроежка. С дыханием под водой, да? Надо побольше таких. Вот, а когда исследую здесь все, что хочу, я вернусь в Горн. Поищу еще по поводу их квестов там. Ох, сейчас я чую, может, это плохо кончится, да? Умри, пожалуйста! Спасибо. Так, что он со мной делает? Всего лишь урон огнем. У него всего лишь бонитовый короткий меч.
Блин, какой же мой классный по сравнению со всеми этими. Да что ты, смотри, еще один. Блин, даже не прошел скрытный удар. Как я это небрежно делаю, а? Нехорошо. Бонитовый топор войны, вау. Дорогие штуки. Ладно, скелеты здесь у вас не очень, зато дриморы, которые охраняют камни, которые тут вот настолько жесткие, что аж дисбаланс какой-то. Фаерболы. Ну не, какие-то слабые фаерболы. Святой Велот, ну давай, кстати. Всего лишь 5 монет. Что-то мы бафнули. Укрепили магику, то есть маны больше класс. Велот был классный дядя, в общем. Чемпион. Скелетон, чемпион. Короче, да, они тут все же враждебны. Даже нечего. Вообще ничего тут. Все, он охранял реально типа ножи, да? Окей. Боевая ты такое. Тут еще и ловушка. Сначала целесообразно здесь все проверить. Окей, это возьму. Зелье варить. О, еще бежит. Тихо, тихо. Да, это просто скелет, кстати. Но он тоже какой-то без нижней челюсти. Бедняга. Что, еще дримор? Ну, сейчас давайте сначала. Ого. Неплохо. Богато, тут у вас богато. Чешуя, замечательно. Скоро левелап, кстати. Надо было кого-то потренироваться. Я не помню, правда, в Горне, кажется, нет учителей чего-либо вообще. Так, надо какой-то баф сделать себе. Прежде чем... Тут особых свитков с бафами у меня нет. Напиток хамумовый будет транжирством ради такого использовать. Так-то у меня...
Не особо на самом деле. Хамелеон, убежище. Ну, кстати, может, ничего бы нет. Так, отлично, -1. Ага, но этого не прошел. Скрытный удар. Черт. Сколько тут? Опять теоретический кинжал, смотрите. Класс. Тут что? Вакиздаши теоретический. Вау. Огонь. Короче, проклятые камни драгоценные. О, теоретически стальной кинжал еще бывает такое. Это, видимо, оформление только какое-то такое теоретическое, типа у них. А металл? Нет, металл обычный. Да, проклятые камни душ — это источник дохода главный. Так, хорошо. Зачищено. Но это еще не вся гробница. Разбито. Двери духа. О, ловушка. Типа. Боевой маг. Лучше не испытывать судьбу. О. Стеклянный посох. Круто. Спасибо. И я теперь перегружен практически. Набрал тут штук. Ну, это все, кстати. Можно уходить. Все, по 5 монет. Благословение стоит. Да, расцвело. Кстати, не очень проходимые эти места еще на самом деле. Красиво тут. Непосредственно здесь вроде ничего такого интересного нет.
До лодки я бы хотел добраться через хождение по воде. Так. Да, это не просто. О. Даже получилось, на удивление. Там вроде бы глубоко даже, смотрите. Корабль. Труп Хаджита. Ага. Круто. Ладно. Сейчас мне нужно тут выложить вещи. И будем нырять. Итак, я готов. Снаряжение обычно. Это я как бы выложил. С собой у меня только будет свиток перышка. Вот это отмычка мастера. Щуп ложка. Зелье восстановления ХП одно. Вот и... Вперед. Salvager. А что это значит? Salvager. Интересно, как он в люке застрял. Забавно. Гири разбросанные. А, ну это, видимо, он и приплыл на лодке сюда. Он хотел заценить что-то на этом корабле, похоже. О, это можно взять. В принципе-то чего бы нет, да? Где мои природные таланты? Да, надо не забывать о том, что я органианин, и ныряние в такие места — это, по идее, то, для чего я рожден. Ну, конечно, здесь рыба. Стальные доспехи. О! Вот, собственно, ради чего я и нырял, походу. Так, а ты кто? Еще один Salvager. Игральные кости у него. О, древский воск. Это что? Это каменные горшки. Ладно, похоже, действительно ценного здесь было, только вот этот груз сиротельского бренди. Гриф плавает. А, вот еще, смотрите, тут. Флин. В общем-то, все. Ладно. Это не то, на что я рассчитывал, но... Хоть что-то. Отстань. Ну вот, опять ничего, странно.
общем, ребятам не удалось залутать этот корабль, в отличие от меня. Так, я все еще смогу это все? Да, все еще могу. Я хотел долететь куда-нибудь сюда. На рыбий труп всплыл. В общем, я надеялся, что эта лодка приведет меня к какому-то прогрессу по моему квесту, но что-то нет. Ой, интересное место я забрался. Ну ничего, все еще впереди, я думаю. Наверное, пора этот амулет надеть уже. Я пока что в тупике по поводу этого квеста. Что с ним делать? Что-то вода не в ту сторону течет. Что? Криса? Но, думаю, со временем какие-то мысли у меня появятся. Ну, раз уж я сюда забрался, давайте тут осмотримся. Вообще, мне кажется, что с этими рифами все равно как-то это должно быть связано. Если этот посох рыбаков не там, может быть, он здесь где-то, я не знаю. Может быть, конечно, вообще я не в ту сторону воюю. Живописный вообще такой ручеек. Источник чистой воды, считайте, у жителей. Такие бесконечный. Так, дневник обновился. Угу. Пора вернуться в Сейтур и уточнить, помогло ли пожертвование в монастырь нашему торговцу в плане склонения на его сторону местного владельца гостиницы, старого олдскульного Данмера. Посмотрим. Вот, еще мэтр Арчи подсказал, что один квест у меня почему-то не активировался. Я поискал. Действительно, местные должны мне рассказывать, когда я у них спрашиваю о слухах последних, о том, что пропал дозорный или дозорная. Но ничего-то мне этого никто не говорил. Может быть, еще рано, а может быть, реально квест сломанный. Привет. Я пришел вас снова всех доставать. Ну да, вот, например, ничего не говорит такого.
вообще особо смысла с ним говорить нет, получается. Вот я помню, что я достаточно подробно здесь все изучил, кроме башни вот этой вот. Я думал, что там сидит какой-то очень злой, занятой местный капитан, но оказалось, что он сидит в другом месте. Имеет смысл зайти сюда, возможно. Здесь я какие-то найду подсказки. Я тут даже пройти не могу. Вот. Ура. I could kill that Gwar. Those boots are ruined. Страшен Дарил. Новых реплик нет. Ладно. Все. Закрыто. Что это? Место для копий? Керамическая чаша. Пока ничего интересного тут не наблюдаю особо. Балкончики, да? Ой. Ой. Слишком пышная растительность. Так, вы там, простите, конечно. Но... Опа. Дневник. Дозорного, кстати, как раз похоже. Ну-ка, ну-ка. Да, ты бегло читаешь этот дневник, заполненный... Ну, какими-то простыми заметками о ежедневной жизни в Горне, что-то такое. Но самая последняя запись цепляет твой взор. Во имя Альмсиви, цветы. Я прожил здесь 30 лет. Да? Да. Которые должны были быть 3 годами, видимо. И эта неудача стала даже хуже, когда прибыла Бориэль и ее проклятые цветы. На городской площади она посадила какую-то мешанину из фиолетового, желтого и голубого. А вонь от них стоит, как будто что-то умерло и разлагается. Благодаря этой босмерской зверушке Мадалин наш город превратился в цветочный сад. И его нехороший запах покрывает весь остров и... Ну, в общем... Так как у нас тут штили часто, он никуда не девается. И мне нужно убраться отсюда поскорее. Если не получится, я должен убедить Бориэль никогда не выращивать что-либо еще цветущее. Торговцы, которые сюда прибывают, обычно остаются на день или на ночь, а потом покидают это место. Они отмечают, как здесь мирно и спокойно. И как
замечательно должно быть здесь живется, без всякого давления и суеты континента, жизни на континенте. Ну и они чувствуют себя обновленными после того, как проведут здесь ночь. А я хочу кричать им: а вы слепы? Разве вы не видите, что этот остров — это плавающий букет спокойного безумия? Вчера еще один иностранный посетитель, тупой, громкий, и вообще, короче, варвар появился. С ней вообще было легко довольно торговаться, продавать зелья за какое-то их добро. Ну, в общем, выменял зелья. И теперь, что касается моего ныряния за жемчугом, я придерживался мелей мелких, вот. Но с этими зельями я могу раскрыть самые глубокие старые раковины без каких-либо усилий. Завтра я буду нырять во имя своей свободы. И очень скоро у меня будет достаточно дрейков, чтобы покинуть этот пост и вернуться на континент. И, надеюсь, в место, где не будет никаких цветов. Окей. Я вообще вычитал, что этот журнал тоже должен активировать кое-какой квест, но, видимо, он действительно сломан. Либо же этот квест должен активироваться после квеста, который мне должны дать местные, но я не знаю, давайте еще раз попробуем. Здрасте, здрасте. Да, никто ничего не говорит. Вот, кроме того, что Хлалу и Тилвани враждуют. Our doors are always open. Так, этого лучше вообще не трогать. Потерян. Посох потерян. Так, окей, ладно. Так, вот эта команда должна активировать квест, который не хочет активироваться легитимным способом. Да, отлично работает. Что пишут? Люди Горна убеждены, что дозорный острова куда-то пропал. Равос Сорвалит и стража обыскали остров, но результат это не дало. Так, хорошо. Кто такой этот Равос теперь? Где он? Кто это? Он стюарт с семьи Санджел. Де-факто. Да, я с ним говорил, помню. Давай, поехали. Уже хоть что-то. Да, кстати, я вычитал, что активация этого квеста должна активировать и второй, который вот здесь. Надеюсь, я... Нет. Черт. Да, в общем, я не зря решил это все переиграть, потому что вот сейчас я активировал квест через консоль, который не активируется. Вот теперь я читаю этот дневник, и мой дневник обновляется. Что вот в подвале башни Горнской стражи я нашел дневник, написанный как раз на дозорным.
последней записи он упоминает, что он купил зелье иностранного, или как-то приезжего торгаша, наверное, посетителя острова. Возможно, мне стоит проспрашивать в корне по поводу этого иностранного торгаша. Но можно начать, не отходя далеко от кассы. You've been wounded. А, я ранен, да? Ну, бывает. Что за приезжий торгаш? У нас тут не так уж много услуг, поэтому повсюду у нас путешествующие торговцы. Обычно громкие очень, и они ищут легких денег. Последний продал гнилые зелья. А порасспрашиваю, да, вот Терина. Он практически умер. И да, в Терин. Вроде бы я с ним уже говорил. И, кстати, да, таким образом у меня аж 2 квеста, смотрите, в журнале появилось. Вот один, который активирован консолью. И вот второй, который активировался после прочтения журнала. Вот так, 2 квеста еще. Надеюсь, дальше они нормально будут работать. Что там за торгаш был? А, этот тупой торгаш продал мне отравленные зелья. Оно должно было быть, ну, каким-то усиливающим, но это было какое-то просто испорченное варево с какими-то там клешнями, не знаю, чешуйками краба в запечатанной бутылке. И оно дало мне... Ну, и, в общем, я заболел из-за нее болотной гнилью какой-то. Если бы я добрался до этого свита, я бы заставил ее, проклятую душонку, выйти через ее горло и посмотрел бы, как она забывает, как дышать. Какой ты какой. Реллус отвез ее обратно на материк, похоже. Не знаю, где она сейчас. Так, болотная гниль. После того, как я выпил это мерзкое варево, я забыл, где я был и что я делал своими руками. А дальше наступил долгий и болезненный кошмар. Спазм, на самом деле, неподходящее слово для этого. Я так дрожал, что, казалось, рассыплюсь сейчас. В моем разуме какие-то были хаотичные, быстрые импульсы, и мышцы, казалось, хотят вырваться, прорваться через мою кожу. После некоторого отдыха в храме я вспомнил, что трава зеленая, что я могу ступить на нее, не превратившись в грязь. Лучшее чувство, которое я когда-либо испытывал. Понятно. Кто-то еще, может, что знает? Ну, они говорят, что она уплыла на материк, то есть, может, имеет смысл спросить здесь, я не знаю. Да, я отвез ее обратно на материк. Почему ты спрашиваешь? Она продала зелье надсмотрщику на острове, прежде чем он исчез. Мне нужно больше информации, кроме этой, чтобы выдавать моих пассажиров. Что-то вроде этого он говорит. Ты смотри какой. А если так?
стало хуже. Очень странно. А, да, я ж... Билет надо обратно этот надеть. Ау, ау. Блин, чувак. О. Так, все, пока не надо больше. Больше не надо пока испытывать судьбу. Я лучше схожу с другим поговорю. С негласным капитаном стражи, или как его можно назвать. Так, это часовня. А он у нас вот где-то здесь. You've been wounded, haven't I? Да. Здрасте. Так. Да, у нас повсюду и всегда такие. Вероломные, но мы их не настолько не любим, как всяких задающих много вопросов. Слушай, что ты? Я слышал, что у нас тут рыскает чужестранец и задает бесполезные вопросы, говорит, слухи. Так, ну подожди. Что-то он не сообщает мне ничего нового. Похоже, надо разбираться дальше с этими квестами, что не так. Ладно, займусь этим между серией, на эту пока хватит. Пока хватит. Надо подумать, что с этим всем делать. Вот, ну и вернемся в следующем эпизоде, да, к насущным делам этим всем. Вот, на эту серию все. Спасибо, что были со мной. Сэр Холмс, Morrowind, Tamriel Rebuild. Пока-пока.